Всем привет! Сегодня фильм «Один день». 2011 год. Режиссер Лонне Шерфик. Композитор Рэйчел Портман. В главных ролях Энн Хэтэуэй и Джим Сторджес. Период, охваченный фильмом 15 июля 1988 года и 15 июля 2011 года. Итак, сюжет. Эмма и Декстер, выпускники колледжа, почти каждый год встречаются 15 июля. Делятся новостями, проблемами. Эмма влюблена в Декстера, а он, понимая, насколько Эмма серьезная девушка, не хочет связывать себя никакими обязательствами. Так они существуют параллельно, пересекаясь раз в год 15 июля или созваниваясь в этот день. Хотелось бы здесь немножко рассказать, что за день 15 июля. 15 июля в Британии это день святого Свитуна Винчестерского. Английский епископ, известный своими благотворительными подарками и строительством церквей. В Британии его почитают как покровителя погоды. Эмма хочет быть писателем, но это не приносит пока дохода, и она работает в забегаловке. Декстер поехал в Индию преподавать, там заодно не пропускал ни одной юбки. Потом вернулся, стал вести популярное шоу на ТВ в Лондоне, употреблял запрещенные препараты, выпивал. Потом популярное шоу пошло на убыль, Декстеру указали на дверь. Его мама умерла от рака. В общем, жизнь катилась под откос. Потом он знакомится с девушкой и решает жениться, как он сам говорит, по залету. Появляется ребенок, Декстер безработный, жена изменяет ему с другом, и в конце концов они расстаются. Тут он опять вспоминает про Эмму, она во Франции, она написала детскую книгу и стала известной писательницей. В общем, они решили жить вместе, он открыл овощную лавку, и они стали готовиться к свадьбе. Но однажды Эмма возвращалась домой после бассейна на велосипеде и попала под грузовик. Вот так два человека, однажды договорившись, что будут друзьями, шли навстречу друг другу 18 лет. И когда наконец-то поняли, что любят друг друга, жизнь одного так нелепо оборвалась. Грустная история с печальным концом. Все эти 18 лет могли бы быть счастливы, родить ребенка, но мужчине понадобилось 18 лет, чтобы понять, чего он хочет в этой жизни. Мне показалось, что жизнь как бы вынудила его. Он вроде как смирился. Я не думаю, что он этого хотел. Как в фильме это показано, я сравниваю со своей реальностью. Это не та девушка, в которую он был влюблен. Просто с ней могло быть интересно. Но жизнь его побила, молодость прошла, а он ее хорошо знает и знает исключительно с положительной стороны. Вот он и решился. Меня не покидало ощущение, что она скорее друг, чем любовь. И даже как-то за нее было немного обидно. Чувствовалась нелепость происходящего. Просто повторюсь, Эмма была серьезной девушкой, и она чувствовала, что Декстер не был готов к длительным серьезным отношениям. Поэтому она держала его на дистанции. Эмма любила его всегда, а его отношение к родителям, к работе, к девушкам, к Эмме, да и в целом к жизни было поверхностным. Ему понадобился путь длиной в 18 лет, чтобы понять, что Эмма значит для него. Энн Хэтэуэй после читки сценария страстно захотела сыграть Эмму Морли и убеждала режиссера, что именно она должна сыграть эту роль. А Джим Сторджес признался, что фильм «Ван Дэй» был самым значимым в его кинокарьере. Еще я видела интервью Сторджеса, где он говорит, что знает таких парней, и если они подсаживаются к нему в баре, то он встает и уходит, потому что они ему неприятны. Особо хотелось бы отметить саундтрек. Музыка замечательная, в стиле современной классической. В плане терминологии могу ошибаться. Мне показалось, что в ней звучит одновременно надежда и печаль. Помню, как-то по телеку была передача про этот фильм, и там говорили, что Хэтэуэй, американка, плохо справилась с английским акцентом. Где-то она старалась, а где-то словно забывала и переходила на американский. Причем вроде как зрителей это напрягало. А Сторджес-то британец, так что неудивительно, что ей пришлось режиссера убеждать. Непонятно, каким образом сценарий к ней попал. Но она прочла и полетела в Лондон поговорить с режиссером. Встреча прошла неважно, и Хэтэуэй написала список песен, сказав что-то типа «Эти песни лучше скажут, почему я». Фильм, снятый женщиной режиссера, скорее всего, будет ближе женщинам, но рекомендую всем к просмотру, равнодушных не будет. Возможно, фильм действительно женский. Я удивился тому, что сборы значительно превысили бюджет. По моим ощущениям, такие фильмы еле окупаются или вообще получаются убыточными. Наверное, только женщины и смотрели. Много женщин. Почитал, что сказали критики, и в какой-то мере я с ними соглашусь. Особенно запомнился отзыв. Задолго до титров вам захочется, чтобы вся жизнь пронеслась перед глазами, лишь бы остановилось это монотонное переворачивание календарных страниц. Я скажу, если бы ее в конце не убили, то было бы совсем скучно. Сам фильм малоэмоциональный, и вот эта
бесстрастность их отношений еще сильнее это подчеркивает. Ну, на сегодня все. Всем пока. Пока.